Дорогие друзья, приглашаю вас сегодня связать потрясающую стильную шапочку. Крючок номер 3, пряжа полушерсть, 390 метров в 100 граммах. Подойдет для любого пола, для любого возраста. Присоединяйтесь. И прежде чем продолжить, буквально два слова хочу сказать по нашим расчетам. Смотрите, я набрала всего 106 петель, буду говорить в петлях. Для плетения я набрала 16 петель с одной стороны и 16 петель с другой стороны. У меня плетение с одной и с другой стороны. В дальнейшем, далее я добавляю 6 петель. Само плетение располагается на 22 петлях. Запомните, 22 петли – это раппорт ширину моего плетения и раппорт высоту 6 рядов. Также у нас с вами идет узор резиночка 1 на 1. Раппорт ширину 2 петли, раппорт высоту 1 ряд. Но в нашем случае мы выполняем, поскольку у нас плетение с одной и с другой стороны, у нас нечетное количество петелечек. У меня 37. Именно за счет резинки вы будете регулировать размер вашей шапочки. То есть плетение, да, у вас останется неизменным и количество петель, а за счет резинки вы будете регулировать размер. Повторюсь, в моем случае это 37 с одной стороны, 37 с другой стороны. У вас может быть больше или меньше. И вот такая шапочка у нас с вами получится. Раппорт нашего плетения высоту 6 рядов. Присоединяйтесь. Начинаем выполнение с эластичного набора петель. Смотрите, нам с вами нужно вообще набрать 106 петелечек. Как мы это делаем? Сначала я выполняю 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Выполнили. Далее я выполняю накид на крючок и ввожу крючок в самую первую петлю. Вот, видите? И выполняю патентный столбик с накидом. Как я это делаю? Я вытягиваю петлю. Далее провязываю петлю вот таким образом. И далее завершаю выполнение столбика с накидом. То есть я выполнила патентный столбик или столбик на воздушной петле с накидом. Еще раз накид на крючок. Я ввожу крючок теперь в эту воздушную петлю, но очень внимательно. Смотрите, я захватываюсь не за одну петлю, а за две. Точнее, за две нити петли. Вот хорошо видно. Давайте вот я разверну, и вы увидите 1 и 2. Видите? Если вы будете, можно и за одну ниточку захватываться, но тогда просто будет петля вытягиваться. Опять смотрите, вытягиваю, провязываю и завершаю выполнение столбика с накидом. Такой эластичный набор. У нас с вами очень аккуратная нижняя часть получится в виде цепочки. Я сейчас покажу. Далее накид. И давайте еще раз делаем. Смотрите, ввожу в эту воздушную петлю, при этом захватываюсь не за одну нить петли, а за 2. Вот таким образом. И выполняю патентный столбик с накидом или столбик на воздушной петле. И еще раз накид, ввожу крючок, захватываю 2 нити петли и провязываю. Вот такая красота. Очень эластичный получается набор. Я уже выполнила необходимое мне количество столбиков. Смотрите, какой он получается. Видите, очень мягкий, красивый и эластичный. И обращаю ваше внимание, видите, вот такой красивый, аккуратненький, ну, рубчик, цепочка, да, у нас с вами получается. Очень красиво смотрится и нету дырочек.
Как мы с вами считаем? У нас первый столбик заменяют вот эти воздушные петелечки подъема. Далее всего нам надо 106 столбиков. Значит, мы, учитывая эти петли, считаем, и у нас получилось, то есть вот мы прям так считаем, да, вот 1, 2, 3, 4, 5, и у нас должно получиться 105 столбиков. 106 столбик мы будем завершать выполнение и объединять вот наш наборной ряд. Давайте посмотрим, как мы будем это делать. И напоминаю, что мы с вами выполнили 105 петель, да, то есть вот начиная, это первая петля, и дальше мы отсчитываем, это вершинки столбика, всего получается у нас вместе с этой петлей 105. И 106 столбик мы с вами сейчас будем провязывать, у нас получится 106 петля. Накид, как я выполняю, смотрите, я выполняю, точнее начинаю выполнять свой патентный столбик на воздушной петле. Не провязываю, ввожу крючок, смотрите, с обратной стороны, вот таким образом, захватив здесь 2 нити, вот видите. Далее захватываю нить рабочую и провязываю мою воздушную петлю от патентного столбика. Далее я просто завершаю выполнение моего столбика с накидом. Вот смотрите, видите, мы объединили, получилось очень красиво и аккуратно. И завершаю выполнение я ряда, ввожу крючок в 3-ю воздушную петелечку подъема, вот их 3, видите. Это у нас идет как воздушная петля, на которой якобы, да, наш стоит условный столбик. Я ввожу крючок в вершинку, точнее воздушную петлю, и выполняю соединительную. Все очень просто. Замкнула выполнение, получилось очень красиво, аккуратненько. И я еще раз повторюсь, у нас с вами очень эластичный и красивый наборной край получился. И мы приступим к выполнению ряда. Это дополнительный ряд. Мы с вами будем распределять наши петли под резиночку и под плетение. Смотрите, начинаем мы с вогнутого столбика без накида. Провязали, подтянули 2 воздушные. Далее накид на крючок, и я выполняю выпуклый столбик с накидом. Далее я выполняю вогнутый столбик с накидом. Выполнили. И теперь я буду распределять петли для моего плетения. Накид я выполняю 1 выпуклый столбик, накид 2 вогнутых. 1, 2. Далее выпуклый и 2 вогнутых. 1, 2. Так мы с вами выполним 5 раз. Вот смотрите, 1, 2. И я продолжаю. Выпуклый, 2 вогнутых. Это 3-й раз. Выпуклый, немножко быстрее буду, и 2 вогнутых. Это 4-й,
выпуклый или лицевой и 2 вогнутых или изнаночные. Все столбики с накидом. Повторюсь. Смотрите, я выполнила 5 раз. Давайте себя проверим. Вот я начала выполнение. 1, 2, 3, 4, 5. И теперь мне остается выполнить еще один выпуклый столбик. Как я и говорила ранее, плетение начинается с 16 петель. То есть оно располагается изначально на 22 петлях, само плетение в дальнейшем будет располагаться, но начинаем мы с 16 петель. И потом еще добавим 6 петель, чтобы получилось 22 петелечки. Я буду повторяться, чтобы было вам понятно. И далее мы начинаем выполнять резиночку. Лицевой столбик, точнее изнаночный, лицевой. И так чередуем. Изнаночный и лицевой. Изнаночный и лицевой. Скажу сразу, кому сложно, можете поставить маркер для того, чтобы обозначить начало и конец вашего плетения, потому что видите, да, как я и говорила ранее, у нас совмещаются 2 узора, это плетение и наша резиночка 1 на 1. Резиночку мы вяжем на 37 столбиках. Вот мы начали выполнение, вы продолжите самостоятельно. И я вернусь для того, чтобы продолжить еще выполнение основы для еще одного плетения. И мы завершаем выполнение нашего основы для второго плетения. Видите, я уже зафиксировала маркер с одной стороны, и теперь зафиксирую его с другой стороны, вершинку столбика. Вот таким образом. И далее я продолжаю вязать нашу резиночку. У меня будет вогнутый и выпуклый столбик. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Завершу выполнение я вместе с вами. Посмотрим, что у нас получилось. Мы с вами завершаем выполнение нашего подготовительного ряда. Я ввожу крючок во вторую воздушную петелечку подъема и выполняю соединительную. И приступаю к выполнению следующего. У нас будет еще один дополнительный ряд подготовительный. Все ряды я буду начинать одинаково, то есть это будет вогнутый столбик без накида. Далее 2 воздушные петли подъема и столбик и 2 петли у нас заменяют вогнутый столбик с накидом. Далее выпуклый столбик с накидом. Далее вогнутый. И у нас с вами идут столбики резинки. Над всеми выпуклыми столбиками мы с вами будем провязывать по 2 столбика. Давайте я покажу, как мы будем это делать. Один выпуклый столбик, и над этим же столбиком я выполняю второй выпуклый столбик. Я убираю маркер, в принципе уже видно, где будет, ну, скажем так, располагаться наше плетение. А столбики резиночки у нас с вами будут идти без изменений. Далее 2 вогнутых. Раз. И 2. Далее 2 выпуклых. Раз. И 2.
Видите, да? То есть они с общим основанием идут над нашим выпуклым столбиком. Далее 2 вогнутых. Раз, два. И 2 выпуклых. Раз, два. Опять 2 вогнутых. Раз, два. И 2 выпуклых. Раз, два. И еще у нас остается с вами 2 вогнутых. Раз, два. 2 выпуклых. Раз и 2. И опять 2 вогнутых. Раз. Давайте уберем маркер, чтобы он нам уже не мешал. 2. И над нашим выпуклым столбиком последний раз выполняем 2 выпуклых. Раз и 2. Далее у нас идут столбики резинки, они идут без изменений. Я выполняю просто рельефные столбики. Над вогнутыми выполняем вогнутые, над выпуклыми выпуклые. То есть здесь я выполню несколько столбиков. Останавливаемся и смотрим. И вот хорошо видно, да, наше плетение с вами. И мы добавили с вами, как я и говорила, 6 петелечек. Раз, два, три, 4, 5, 6 или 6 столбиков. Наше плетение располагается на 22 столбиках или петлях. Далее вы выполняете самостоятельно и опять же на втором плетении выполняете то же самое. В принципе, можно убрать уже маркеры. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами завершаем выполнение подготовительного ряда. Ввожу крючок во вторую воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. И я могу приступить к выполнению первого ряда раппорта в высоту. Обращаю ваше внимание, что раппорт в высоту у нас 6 рядов. И я, повторюсь, приступаю к выполнению первого ряда раппорта в высоту. Вогнутый столбик без накида, 2 воздушные петелечки подъема. Далее у нас столбики резинки с вами идут. Выпуклый и вогнутый. И мы с вами особое внимание будем уделять нашему плетению. Столбики резиночки вы будете провязывать самостоятельно, они будут неизменны. 2 накида на крючок. Я пропускаю, смотрите, 1, 2, 3, 4 вершинки. И над первым выпуклым столбиком я выполняю выпуклый столбик с 2 накидами. 2 накида на крючок, и над следующим столбиком я выполняю выпуклый столбик с 2 накидами. Далее накид. И теперь смотрите, вот мои вогнутые столбики, которые я пропустила, именно вогнутые. Вот их с этой стороны хорошо видно. Я захватываю и выполняю 2 вогнутых столбика. Первый и над следующим второй. Выполнили. Далее 2 накида на крючок, и я буду провязывать столбики с 2 накидами над нашими пропущенными столбиками. Захватываю первый столбик. Столбики у нас выпуклые. Первый столбик с 2 накидами, 2 накида и второй.
таким образом у нас с вами получилось уже плетение. Ничего сложного, просто будьте внимательны. Далее я выполняю 2 вогнутых столбика. Естественно, над вогнутыми, да, хорошо видно. И буду выполнять еще точно таких же 2 плетения. Над этими столбиками и над этими. Я начну выполнение, вы продолжите выполнять самостоятельно. Напоминаю, 2 накида на крючок. Пропускаю 1, 2, 3, 4. Первый выпуклый столбик с 2 накидами. Далее второй. Далее 2 вогнутых столбика. Первый и второй. Вот. Их хорошо видно по изнаночке. И далее 2 накида, и над нашими пропущенными столбиками выполняем первый столбик и второй. Два выпуклых столбика с 2 накидами. И вот наше второе, да, плетение готово. 2 вогнутых мы вяжем, и остается выполнить одно переплетение. Первый вогнутый, второй, и выполните здесь самостоятельно. Мы с вами выполнили еще наше одно плетение самостоятельно и продолжаем работу. Далее у нас с вами идут столбики резинки. Я выполняю вогнутый столбик, выпуклый и так далее. Вот смотрите, да, такая красота получается. Хочу обратить ваше внимание, если вы начинающая рукодельница, проверить себя можно, вы переворачиваете, и вот видите, у вас должны быть по 2 столбика. Это наши вогнутые столбики, значит, вы выполнили все верно. Далее вы выполняете резиночку, еще точно такое же плетение с противоположной стороны и резиночку. Далее завершу выполнение, напоминаю, первого ряда раппорта в высоту вместе с вами. Мы с вами завершаем выполнение первого ряда нашего раппорта в высоту. Я ввожу крючок во вторую воздушную петелечку, выполняю соединительную. Круговой ряд завершен. И вот уже хорошо видны, да, наши красивые плетения. Я приступаю к выполнению второго ряда раппорта в высоту. Вогнутый столбик без накида, 2 воздушные петли подъема и наши столбики резинки, выпуклый и вогнутый. Далее все очень просто. Мы с вами будем вязать по узору. И теперь смотрите, над выпуклыми столбиками мы будем выполнять выпуклые столбики с накидом. 1 и 2. Далее у нас с вами идут наши вогнутые столбики. Над ними мы выполняем вогнутые столбики, опять же с накидом. 1, 2. Далее опять выпуклый столбик. 1, 2. И далее вогнутых 2. 1, 2. И так до конца нашего плетения. Провяжем 1, 2, вогнутые, 1, 2, опять выпуклые,
Раз, два. Далее вогнутые. Раз, два. Напоминаю, все столбики у нас с вами с накидом. И осталось до конца нашего плетения совсем немножко. Раз, два. И вновь. Раз, два. Далее. Раз, два. И наше плетение с вами мы выполнили. Далее у нас идут столбики резинки. Я выполню пару столбиков. И далее вы продолжите самостоятельно выполнять резиночку и точно такое же плетение. И завершу выполнение ряда я вместе с вами. Напоминаю, это второй ряд раппорта в высоту. Мы с вами завершаем выполнение второго ряда раппорта в высоту. Я ввожу крючок, выполняю соединительную во вторую воздушную петелечку подъема. И теперь я остановлюсь. И на что я хочу обратить ваше внимание. Смотрите, мы с вами сейчас будем выполнять третий и четвертый ряд. Третий ряд выполняется как первый, четвертый ряд выполняется как второй. То есть мы с вами сейчас будем повторять вот эти два ряда. Я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно. Повторюсь, мы с вами выполнили первый и второй ряд, третий и четвертый мы выполняем точно так же. И начинаем. Вогнутый столбик без накида. 2 воздушные петли подъема. Далее у меня идут столбики резинки. И далее мы выполняем точно такое же переплетение, как в первом ряду. 2 накида на крючок. Я пропускаю 1, 2, 3, 4. Захватываю выпуклый столбик. И выполняю первый. Давайте повторим. Ниточка запуталась. Первый выпуклый столбик с 2 накидами. Далее второй. Далее 2 вогнутых, которые мы пропустили. Помним, да, как мы с вами все это уже провязали. Выполняем 1 и 2. И далее опять же 2 столбика с 2 накидами выпуклые над нашими пропущенными столбиками. 1. Берите поудобнее, потом мы с вами все поправим. 2. Смотрим. Вот наше переплетение. Повторюсь, точно так же, как мы выполняли в первом ряду. То есть мы с вами повторяем выполнение нашего первого ряда. 2 вогнутых столбика. И далее точно такое же переплетение. Давайте я выполню. Вы потом самостоятельно выполните этот ряд и следующий. То есть самостоятельно будете выполнять 3 и 4 ряды. Мы сейчас выполняем наш 3-й ряд раппорта в высоту. Буду повторяться, он вяжется как первый. И мы с вами повторяем выполнение всех наших плетений. Выполнили вогнутый, остается выполнить только 2 столбика с 2 накидами выпуклые.
захватываем и провязываем. Раз и два. И два вогнутых. Раз и два. И так мы с вами продолжаем выполнять. Завершаем выполнение плетения и столбики резинки. Напоминаю, это мы выполняли третий ряд как первый. И далее вы самостоятельно еще выполните четвертый как второй. Мы с вами выполнили, обращаю ваше внимание, третий и четвертый ряды нашего раппорта в высоту. Выполнили самостоятельно. Напоминаю, они у нас точно такие же, как первый и второй ряд. Раппорт в высоту у нас 6 рядов. Мы с вами приступаем к выполнению пятого ряда раппорта в высоту. Я выполняю вогнутый столбик без накида. Ну, то есть начинаю точно так же, как мы начинали с вами ранее. И будем в дальнейшем так начинать. Обращаю ваше внимание, что переходов, да, у нас не видно с вами от одного ряда к другому. Выпуклый столбик с накидом и вогнутый. Выполнили. Далее я выполняю первый выпуклый столбик с накидом над выпуклым и второй. Далее я выполняю два вогнутых или изнаночных столбика. Раз и два. И далее я буду выполнять точно такое же переплетение, только над вот этими столбиками. Давайте посмотрим, как мы будем это делать. Я выполняю 2 накида на крючок, пропускаю 4 вершинки и над первым столбиком выпуклым выполняю столбик с 2 накидами, выпуклый. Далее второй. Выполнили. Далее не забываем 2 изнаночных столбика провязать. Первый изнаночный. И второй. Вот их хорошо видно, да, с изнанки. Ну, в принципе, их и так уже видно хорошо. Далее 2 накида и выполняем наши столбики над пропущенными. Первый столбик с 2 накидами выпуклый и второй. Выполнили. Наше с вами плетение готово. Ну, переплетение, да? Далее мы выполняем с вами 2 вогнутых. Они у нас по рисунку идут. Раз, два. И точно такое же переплетение выполняем. 2 накида на крючок. Я пропускаю 4 вершинки и выполняю первый столбик с 2 накидами и второй. Столбики выпуклые. Далее 2 вогнутых. Столбики вогнутые у нас с накидом. Первый и второй. И далее 2 столбика над пропущенными. Напоминаю, столбики с 2 накидами выпуклые. Первый и второй. Далее я выполняю два вогнутых
и 2 выпуклых. Вот видите, вот такое у нас с вами плетение получается. Несложное, но в то же время очень интересное. Далее столбики резинки, вогнутый, выпуклый и так далее. Так вы выполняете самостоятельно второе плетение. И завершу выполнение ряда я вместе с вами. Напоминаю, мы вяжем 5-й ряд нашего раппорта в высоту. Мы с вами завершаем выполнение 5-го ряда нашего раппорта в высоту и приступаем к выполнению 6-го. Все как и ранее, соединительная во вторую воздушную петелечку, и начинаю выполнение с вогнутого столбика без накида и 2 воздушных петель подъема. Далее у меня идут столбики резинки. Далее все просто, мы с вами вяжем выпуклые и вогнутые столбики с накидом. Над выпуклыми вяжем выпуклые, над вогнутыми вяжем вогнутые. Раз, два. Далее над этими двумя. Раз. Очень важно, чтобы вы просто не пропустили ни один столбик, поэтому считайте. 2. Далее помним, да, у нас вогнутые идут. Тоже раз. 2. Напоминаю, все столбики у нас с накидом. Раз. 2. Далее. Раз. 2. Опять. Раз. 2. Далее у нас опять же вогнутые. Раз. 2. 2 выпуклых. Раз. 2. Далее 2 вогнутых. Раз. 2. И 2 выпуклых. Раз. 2. И давайте я выполню 2 столбика резинки, мы посмотрим, что у нас получилось. Раз, 2 и так далее. Вот наше плетение. Напоминаю, мы выполняем, да, сейчас 6-й ряд нашего раппорта в высоту. Это последний ряд раппорта в высоту. У нас всего 6 рядов в нашем раппорте. Далее у нас будут идти повторы с нашего самого первого ряда. Завершите резиночку, выполните, завершите выполнение ряда вы самостоятельно. И я начну выполнение следующего раппорта в высоту, а дальше вы также продолжите самостоятельно. Мы с вами завершаем выполнение нашего 6-го ряда. Это последний ряд раппорта в высоту. Выполняем соединительную. И я приступлю к выполнению первого ряда следующего раппорта в высоту. То есть мы как бы повторим с вами выполнение. Ну, я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно, и мы посмотрим, что у нас будет получаться.
вогнутый столбик без накида, 2 воздушные. Здесь у нас все остается как и ранее, ничего не меняется. 2 столбика у нас с вами рельефные. И далее, помним, да, мы выполняем 2 накида на крючок, пропускаем 4 вершинки. И я выполняю первый столбик с 2 накидами и второй. Все столбики у меня выпуклые. Далее накид. Выполняем 2 вогнутых столбика. 1 и 2. И далее 2 накида и выполняем над нашими пропущенными столбиками выпуклые столбики с 2 накидами. 1 и 2. Вот таким образом. Давайте я выполню, у нас по узору идут 2 вогнутых столбика, и посмотрим на наше переплетение. 1, 2. Вот такое переплетение, которое мы с вами выполняли, помним, да? И теперь мы это переплетение повторяем еще 2 раза, то есть всего их должно быть 3. Так вы выполняете полотно на необходимую вам высоту, и мы после того, как провяжем, все подробно с вами рассмотрим выполнение донышка. Я выполнила моим узором вот такой красивый узор, видите, да, ровное полотно. Давайте посмотрим в сантиметрах, сколько у нас с вами получилось. В сантиметрах у нас получилось, вот смотрите, 14 сантиметров. Мне этого достаточно. Далее, смотрите, я уже маркером отметила с одной и с другой стороны центральные столбики. Напоминаю, что наша резиночка с одной и с другой стороны располагается на 37 петлях или столбиках. И я отметила маркером центральный столбик. Это 19-й, это вогнутый столбик. И мы с вами приступаем к формированию нашей макушки. И я приступаю к выполнению первого ряда моей макушки. Смотрите, начинаю я выполнение ряда как обычно. С вогнутого столбика без накида я начну выполнение. Вы продолжите самостоятельно. 2 воздушные петли подъема. И далее мы с вами вяжем все по нашему узору. То есть выполняем столбики резинки. Далее мы выполняем по узору наше плетение. И не довязываем до маркера одну вершинку. Как я и говорила, мы с вами довязали наш ряд до маркера, не довязывая одну вершинку. И теперь смотрите, очень внимательно. Мы будем провязывать 3 столбика с общей вершинкой. Первый столбик это до маркера, потом отмеченный маркером и после маркера. Я убираю и выполняем. Смотрите, накид. Я выполняю выпуклый столбик с накидом незавершенный. Далее вогнутый столбик, который у нас был отмечен маркером незавершенный. И следующий выпуклый столбик незавершенный. И теперь общая вершинка. Общую вершинку опять же я отмечаю маркером. И далее продолжаю работу, выполняю резиночку. То есть у меня по узору идет вогнутый столбик. Далее выпуклый. И так далее. Мы с вами выполняем плетение второе. И на противоположной стороне точно так же выполняем 3 столбика с общей вершинкой. И завершаем выполнение первого ряда.
Мы с вами самостоятельно завершили выполнение первого ряда нашей макушки и приступили к выполнению второго ряда. Вы здесь будете выполнять самостоятельно, потому что у нас все выполняется с вами просто по узору. И я буду показывать именно сами сокращения, принцип, да, выполнения. Я уточню, мы до маркера не довязали 2 вершинки. И теперь смотрите, сокращения у нас будут идти до маркера и после маркера, как я уже и говорила. Накид на крючок. Я захватываю выпуклый столбик и выполняю выпуклый столбик незавершенный. Далее вогнутый столбик выполняю незавершенный. И общая вершинка. Смотрите, маркером у меня отмечена вершинка. Помним, да, здесь 3 столбика с общей вершинкой. И теперь смотрите, я вот таким образом захватываю только 2 выпуклых столбика. Видите? И выполняю 1 выпуклый столбик. Хорошо подтягиваю, аккуратненько вот таким образом провязываю этот выпуклый столбик. И этот выпуклый столбик у меня в дальнейшем будет без изменений. Я его сейчас отмечу маркером. Ну, в дальнейшем мы с вами потом уберем этот маркер, его будет хорошо видно. И теперь за этим столбиком опять же я выполняю сокращение. Я выполняю вогнутый незавершенный столбик и далее выпуклый незавершенный столбик и общая вершинка. Далее мы выполняем резиночку по узору, как у нас смотрят наши столбики: над выпуклыми выпуклые, над вогнутыми вогнутые. Вот таким образом, видите, вот уже видно, да, вот наше сокращение. И далее опять же мы довязываем с вами наш ряд, выполняем с противоположной стороны все точно так же и приступаем к выполнению третьего ряда нашей макушки. Опять же я покажу, как выполняется именно принцип сокращения. Мы завершили выполнение второго ряда макушки и приступили к выполнению третьего ряда. Опять же, я подчеркну, мы выполняем все точно так же, как и ранее. Узор выполняем по нашему рисунку. И смотрите, я не довязала 2 вершинки. И теперь опять же выполняю, точнее, вогнутый столбик с накидом незавершенный. И вот моя вершинка от столбиков, провязанных вместе. В этом случае я буду захватываться только за столбик выпуклый. И накид не сделала. Выполняю накид и вот таким образом выполняю незавершенный столбик. И общая вершинка. Далее у меня идет мой столбик, который будет у меня выполняться в дальнейшем без изменений. То есть над выпуклым столбиком я просто буду выполнять 1 выпуклый столбик. Вот таким образом. И повторюсь, сокращение у меня будет идти до него и после него. Я маркер уберу, он мне в принципе уже не нужен. Этот столбик вот хорошо виден. Вы можете оставить маркер. И опять же, смотрите, вот моя общая вершинка. Я в этом случае захватываю только выпуклый столбик, выполняю выпуклый столбик незавершенный и далее вогнутый столбик незавершенный и общая вершинка. Все, далее у меня все идет по узору. Мои рельефные столбики, мой узор. Опять же, с противоположной стороны я выполняю то же самое. И завершаю ряд уже. Приступаю к выполнению следующего ряда. Напоминаю, это мы с вами выполняем третий ряд нашей макушки. Мы завершили выполнение третьего ряда нашей макушечки или донышка и приступили к выполнению четвертого. Все опять же идет у нас по узору.
И вот уже хорошо видно, я довязала. Смотрите, вот столбик выпуклый, который у меня идет без изменений. И с вами сокращение мы выполняем до этого столбика и после. Опять же, можете зафиксировать маркером, но уже он очень хорошо виден. Я до этого столбика не довязываю вот 2 вершинки. Выполняю выпуклый столбик незавершенный. И далее, смотрите, у меня опять же общая вершинка, и я захватываю только выпуклый столбик, вот таким образом. И выполняю выпуклый столбик незавершенный. И общая вершинка. Далее у меня идет мой выпуклый столбик, который у нас с вами будет без изменений выполняться. И далее точно такой же принцип. Я захватываю из 2 выполненных с общей вершинкой только один. Вот таким образом. И следующий тоже столбик я выполняю незавершенный и общая вершинка. Вот видите, наши сокращения уже хорошо вот видны. С одной и с другой стороны симметрично, красиво и аккуратненько получается. Далее мы с вами вяжем все по узору. Идет наша резиночка, а потом плетение. И так вы выполняете этот 4-й, напоминаю, ряд нашей макушки или донышка. Выполняете его самостоятельно и начинаете выполнение следующего ряда. И, как обычно, не довязываете 2 вершинки. Я покажу, опять же, принцип выполнения следующего ряда. Мы с вами завершили самостоятельно выполнение 4-го ряда и приступили к выполнению 5-го ряда нашего донышка или макушки. Выполнили все по узору и дошли до наших сокращений. Опять же, как и ранее, мы не довязали с вами 2 вершинки, видите, до нашего вот столбика, который неизменный. И теперь смотрите, я выполняю незавершенный вогнутый столбик, и у меня 2 столбика выпуклые. Всегда в дальнейшем я буду захватываться за столбик выпуклый, который ближе к моему столбику недовязанному. Ну, то есть вот таким образом. Далее я выполняю мой неизменный выпуклый столбик. И опять же вот 2 выпуклых столбика с общей вершинкой я захватываюсь за столбик, который от моего столбика дальний или ближний к моему вогнутому. Вот видите, я сейчас провяжу незавершенный. И мы с вами еще раз посмотрим. Опять незавершенный и общая вершинка. Далее у меня все идет по узору. Я выполню сейчас пару столбиков рельефных. И мы посмотрим. Вот смотрите наши сокращения. Видите, вот мой столбик, который у меня остается неизменный. И вот хорошо видно, я захватываюсь за столбики, которые дальние от моего вот неизменного вот этого столбика, видите? Ну, получается красиво, аккуратненько, вот таким образом наши сокращения идут. Так вы будете продолжать выполнять наши сокращения с одной и с другой стороны. Завершите выполнение этого ряда. И принцип я показала. Вы будете выполнять до наших плетений сокращения. Мы с вами выполняем нашу макушечку, точнее продолжаем выполнять. Вот хочу показать, что у нас получается. Видите, красивые вот такие сокращения аккуратные.
И далее, чтобы нам с вами удобно было выполнять сокращения, мы продолжим выполнять наше сокращение с одной и с другой стороны. Я, вот смотрите, таким образом беру и соединительными раз и два перехожу на вогнутый столбик, который у меня идет перед самым моим плетением. И продолжаем. То есть я выполняю вогнутый столбик без накида. Далее 2 воздушные петли подъема. Далее мы выполняем по узору наше плетение. В моем случае это будет столбик с 2 накидами выпуклый. И так далее. Вы продолжаете выполнять сокращение с одной, как я и сказала, и с другой стороны, пока мы опять же не дойдем до наших вот этих петелечек подъема, до нашего плетения вплотную. Мы с вами выполнили все наши сокращения. И вот давайте посмотрим. Видите, красиво, аккуратненько у нас получается. Осталось у нас с вами вот неизменный столбик. И вот столбики с общей вершинкой. Здесь столбики с общей вершинкой. И уже начинается плетение. То есть я просто показываю, на каком этапе мы с вами остановились. И нам остается выполнить всего лишь один ряд. Что мы с вами делаем? Наше плетение. Мы после того, как выполнили соединительную, я ввожу крючок и выполняю выпуклый столбик без накида. Далее 1 воздушная петля подъема, очень внимательно, накид на крючок, и выполняю выпуклый столбик с накидом. Далее у меня будет 2 вогнутых столбика. Вогнутые столбики у нас с вами остаются без изменений, а выпуклые столбики мы будем выполнять с общей вершинкой. Смотрите, 2 выпуклых столбика я выполняю первый незавершенный, далее второй и общая вершинка. Далее вогнутые у нас с вами столбики идут. Я выполняю первый, второй и, как мы с вами договорились, выпуклые столбики мы выполняем с общей вершинкой. Первый, второй и общая вершинка. И продолжаем. Опять у нас мы с вами работаем над нашим плетением. И опять общая вершинка. Далее вогнутые. Напоминаю, вогнутые у нас остаются без изменений. Выпуклые с общей вершинкой выполняем в плетении. Раз, два и общая вершинка. И остается совсем чуть-чуть у нас. Не спешим. 2 вогнутых. Раз и 2. И первый незавершенный, второй и общая вершинка. Далее очень внимательно смотрите, у нас с вами идут наши 3 вершинки. Вот первая общая, потом неизменный столбик и столбики с общей вершинкой. Смотрите, как я захватываюсь. Здесь я захватываю за выпуклый столбик, здесь за выпуклый.
Мы выполняем 3 столбика незавершенные. И здесь опять же я захватываюсь, как мы с вами, да, выполняли сокращение, только за выпуклый. И теперь я все 3 столбика провязываю с общей вершинкой. Далее мы работу разворачиваем и выполняем все то же самое над следующим нашим плетением. Я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно. То есть я выполняю первый незавершенный столбик, второй и общая вершинка. Далее 2 столбика у меня идут вогнутые, они у меня идут без изменений. Помните, да? Раз и 2. Так мы с вами выполняем до конца ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами выполнили сокращение в нашем втором плетении. Далее, смотрите, я выполнила 3 столбика с общей вершинкой и завершаю выполнение кругового ряда. Я пропускаю петлю подъема, ввожу крючок в вершинку столбика, вот таким образом. Выполняю соединительную, хорошо подтягиваю. Далее выполняю воздушную и нить обрезаю подлиннее для того, чтобы сшить мою макушечку. Далее я выворачиваю на изнаночную сторону и буду сшивать иглой мое отверстие. Мы вывернули нашу шапочку на изнаночную сторону. Вот так смотрится изнаночная сторона нашей шапки. И выполним наше соединение. Смотрите, я буду сшивать иглой. Здесь все очень просто выполнять соединение. Можно выполнить крючком, то есть выполнить или соединительные столбики, или столбики без накида по нашим вершинкам. Мой столбик, точнее вершинка от 3 столбиков, да, с общей вершинкой, которую я делала, я не трогаю. Далее вот просто беру и с одной и с другой стороны буду соединять. Вот одна вершинка и вот другая вершинка, и сшиваем. Смотрите, если вам будет недостаточно, ну скажем, плотно, да, вот я хорошо сшиваю, плотно стягиваю. Если вы выполните шов и будет, на ваш взгляд, недостаточно плотно, я рекомендую еще взять и в обратном направлении повторить шов. Далее мы убираем нить вдоль полотна и выворачиваем нашу шапочку. Мы с вами выполнили шов, и вот такая шапочка у нас с вами получилась. Классная, стильная. Можно выполнить буквально из любой пряжи. Подойдет для любого возраста, для любого пола. Видите? Давайте посмотрим на размеры нашей шапочки. Смотрите, в свободном состоянии ширина у нас 20, ну скажем так, 21 сантиметр. И естественно наша шапочка очень-очень хорошо тянется. Видите, 27, где-то до 27 сантиметров. Вы можете, конечно же, выполнить свой размер. И далее высота у нас 24 сантиметра. Вот хорошо видно. Здесь тоже можно регулировать. То есть вот эту ровную часть можно сделать немножко меньше, можно сделать немножко больше. И с одной и с другой стороны мы с вами плетение выполнили. Как я уже и говорила ранее, плетение можно выполнить буквально только с одной стороны. А с другой стороны выполнить нашу резиночку. Такая интересная, стильная, красивая и в то же время несложная шапочка у нас с вами получилась. Видите, хорошо тянется.
И в то же время прекрасно смотрятся наши плетения. Нашу шапочку можно носить вот таким образом и вот так. Тоже смотрится очень стильно, классно, необычно. Можно прямо подшить. И за счет эластичного набора шапочка великолепно сидит на голове. Смотрится необычно, красиво, интересно, тепло и уютно. И давайте посмотрим, как будет наша шапочка смотреться на манекене. Так смотрится наша шапочка на манекене. Манекен в этом случае у меня мужской. Как я и говорила, подойдет шапочка как для мужчин, так и для женщин, для любого возраста. Регулировать размер вы можете за счет резиночки и за счет эластичного набора. Сама шапочка великолепно сидит на голове. Вот так смотрится наше плетение. Вяжется быстро, несложно. Присоединяйтесь, получите массу удовольствия. И смотреться сама шапочка на голове будет очень стильно. И еще один вариант, как можно носить нашу шапочку. Показываю на манекене. Тоже, видите, очень хорошо смотрится. Можно даже вот здесь заколоть или подшить аккуратненько. Не забывайте подписываться, ставить лайки, писать в комментариях, что у вас получилось, где вы использовали такое красивое плетение и для кого связали такую красивую стильную шапочку.